добрый вечер. Добро пожаловать с возвращением в Москву. Это первое мероприятие, связанное с Евровидением напрямую. Какие эмоции, какие впечатления, как поддержка поклонников? Невероятная поддержка поклонников. Никто сегодня даже не ожидал, что придет такое количество людей. Поддержать, пожелать удачи, плюс еще закладка именной звезды. В общем, честно говоря, в шоке, в приятном шоке, безусловно. Огромное спасибо всем тем, кто пришел. Конечно, такая поддержка, она невероятно приятна. Вы уже исполняете номер в своем концертном туре, исполняли на «Танцах со звездами». Как реакция? Я бы чуть поправился. Это не тот номер, который будет на Евровидении. Это концертный номер, который я сделал конкретно для своего шоу, для того, чтобы в рамках своей концертной программы, с которой я сейчас гастролирую в рамках тура, петь эту песню, и для того, чтобы был номер, чтобы это было смотрибельно для моей публики, которая сидит в зале. Вот. Но я всегда оговариваюсь перед выступлением, перед тем, как я ее пою, что это не тот номер, который будет на Евровидении. Мы готовим, естественно, специальные выступления, но это все будет в мае. Очень много лет не складывался пазл, и было очень много слухов о том, что будете представлять нашу страну на Евровидении, но это произошло только в этом году. Почему? Как случилось это? Но дело в том, что действительно, вы очень правильно сказали, что пазл не сходился. Вот какие-то моменты мешали этому. Иногда не было подходящей песни, иногда внутреннее ощущение, которое я очень слушаю, ставило мне блок и говорило о том, что не стоит, не надо. Потом всегда вокруг да около я был в Евровидении, действительно это так, и мое имя порой было в списках претендентов, да именно даже тогда, когда я не подавал никаких заявок и не думал об участии. Вот в этом году, в принципе, тоже изначально не было в мыслях Евровидения. Я запланировал большой гастрольный тур, в общем-то, он был определен еще до Евровидения. И потом, когда, в общем-то, поступил мне звонок судьбоносный от нашего известного поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, который сказал, который, в принципе, каждый год мне капал: Сергей, Евровидение, надо, тебе это абсолютно твоя сцена, это абсолютно твой там зритель, ты рожден для того, чтобы быть на этом конкурсе. Я вот как-то все время не складывалось. И в этом году он вновь позвонил, сказал, что моя кандидатура рассматривается как одна из основных, и что вот, может быть, в этом году, Сергей, ты поменяешь свое решение, может быть, у тебя в этом году как-то ляжет душа. Я сказал: Филипп, но важна песня, нужна песня, которая меня зацепит и которая меня, скажем так, поменяет мое мнение в сторону того, чтобы я дал согласие, и я сделал этот выбор. Он сказал, что песня есть. Тебе нужно приехать и послушать ее в студию. Причем он не хотел ее присылать, не хотел ее, ну, хотелось, чтобы это было, чтобы я послушал ее в студию первый раз. Я поехал, послушал. И вы знаете, это тот самый случай, когда песня мне столько дала внутренние эмоций, и до такой степени как-то меня, ну, не знаю, не то, что даже тронула, а я прям вот реально погрузился. Она абсолютно, это та песня, которая от начала до конца она не отпускает. Ты постоянно все время, она очень сложная. Это не просто песня куплет, припев, там куплет, припев, и что. Она абсолютно, она очень сложная, построена. Музыкально построено сложно, мелодически все непросто. И замечательный продакшн у песни. И она обладает каким-то магнетизмом 100%. То есть я реально просто погрузился в эту песню, она меня, собственно, и заставила согласиться в какой-то степени. Ну и плюс команда, с которой мне предстояло бы работать и с которой я работаю сейчас. Потому что это мега-профессионалы, это люди, с которыми я работал вне Евровидения, мы записывали, у нас были песни. Я понимал, что это те люди, с которыми можно создать качественный продукт и сделать это все. То есть люди, которые на Евровидении уже успешные, у них есть прекрасный опыт в Евровидении, артисты, с которыми они работали, места хорошие, высокие. Вот, то есть я понял, что это опытные люди, с которыми мне будет комфортно работать и которые смогут вместе со мной сделать качественный продукт. И, в общем-то, поэтому я согласился. И внутренне у меня вот этот блок, который очень долгое время срабатывал, он у меня как-то отпустился, и я понял, что когда я как-то внутри себя думал, а почему бы и нет, действительно. Вот в этом году
у меня не было никаких сомнений о том, что это надо делать. Я не знаю, как это объяснить. У меня всегда, когда мне даже об этом говорили, предлагали, я все время думал, что внутренне была какая-то неуверенность, что это нужно делать. Это сложно объяснить на эмоциональном уровне, но в этом году вот на 100% я понял, что это правильное решение. Ну, может быть, десятилетие сольной творческой карьеры тоже здесь сыграло свою роль. Безусловно. Я тоже хочу об этом сказать, о том, что, наверное, еще внутри мне было важно добиться в своей стране каких-то весомых результатов без конкурса Евровидения. То есть, скажем так, мне было важно с помощью своей музыки, с помощью концертов, с помощью хитов создать определенный фундамент и ту базу, в общем-то, которую я сейчас имею. И мне безумно приятно, что вот вы как-то, наверное, действительно так еще в юбилейный год для меня, 10 лет сольного творчества после ухода из популярного дуэта, случается это Евровидение. Очень судьбоносно, плюс 33 года, такой хороший возраст, только началось, да, день рождения у меня вчера был. Так что как-то много вот, вы хорошее слово сказали, пазл. Вот этот пазл как-то бум и собрался. Я очень надеюсь, что в мае все соберется. Не только я, вся страна просто. Сегодня было абсолютно точно видно, что вся страна считает, что он должен сложиться, и все очень-очень сильно болеют. Я хотел бы вернуться к песне. Будут ли другие варианты? Например, русскоязычные ремиксы? Планируется выпуск или какой-нибудь макси-сингла? iTunes ждать? Дело в том, что, во-первых, большой интерес от европейских стран по релизу песни, по релизу даже альбома. И мы сейчас ведем переговоры относительно того, чтобы это все сделать, это все успеть. Безумно приятно, то, что очень хороший фидбэк от европейских слушателей. Огромное спасибо, что они прежде всего видят музыку и слышат музыку, и видят работу большого количества людей, профессионалов своего дела. Огромное им за это спасибо. Что касается макси-сингла и русской версии. Русская версия, все меня просят, чтобы была русская версия. Я уже начал работать над этим. Но она, если появится, я надеюсь, все-таки появится, то после Евровидения. Сейчас мы не будем путать зрителя разными версиями. Над ремиксом мы тоже работаем, потому что мне кажется, что эта песня и продакшн этой песни таков, что это не совсем песня, под которую танцевать. Она больше визуальна, и номер очень важен, конечно, в этом во всем. Поэтому мы сделаем танцевальную версию, где можно просто поотрываться в клубах. Для того, чтобы под любимую музыку песню с Евровидения можно было еще и станцевать. Хотел бы расспросить про Факаса, который является постановщиком номера. В его задумках, в его номерах на Евровидении всегда был какой-то сценический реквизит, фишка. Ну, как, например, качели у сестер Толмачевых, шкафы у Ани Лорак, гигантский степлер у Сакиса Руваса. И мы спросили у наших читателей, зрителей и слушателей, какие бы варианты они предложили Сергею Лазареву. И они предложили большую гигантскую кровать, дверь. После видеоклипа, видимо, они кровать посмотрели и решили, что будет кровать. Трон, дверь, тренажеры и трапеции. Какие варианты из этих Сергей Лазарев мог бы выбрать? Знаете, я мог бы все выбрать, я бы совсем все бы обыграл и все бы смог сделать, и трапецию в том числе. Но есть определенные условия, кстати, что касается трапеции. Правила Евровидения невозможно, нельзя ничего прикреплять к крыше. Не всегда, да, в зависимости от определенной площадки существуют некие требования. Да, требования, да. Ну, то есть конкретно мы, к сожалению, например, что касается трапеции, ну вот мы другое делаем. Вот. Я могу сказать о том, что Факас в своем репертуаре. Вот, и ждать чего-то эпического. Я не могу ничего вам сказать пока про номер, но Факас в своем репертуаре. Хорошо, мы будем ждать, обязательно скоро увидим это. Как распределяются обязанности между Dream Team Киркорова и непосредственно ВГТРК? Каналом России. Вы знаете, чем помогают? Что делают? Вы знаете, мы все работаем совместно. Изначально, когда в общем-то, встречались и обговаривали все детали относительно участия каждого и включения в процесс каждого
в нашей команде, мы понимали о том, что это будет тогда успешно и тогда качественно и хорошо, если мы будем делать все сообща и будем одной единой командой. Только тогда все получится. Вот. И пока, в общем, на данном этапе мы так и действуем. Мы слушаем друг друга, мы советуемся друг с другом. То есть все решения коллегиально решаются, и мы все вместе обсуждаем и принимаем решения. Хорошо. Теперь такой личный вопрос, скажем так. Огромный концертный тур, нереальное количество городов. Я не представляю, как вы спите, когда отдыхаете. И Я плохо, мало. Сплю я в разных скукоженных позициях, потому что иногда переезды в автобусах, иногда два дня назад. Да, как 2 дня назад. Ну, в общем, мне не привыкать. Я, в общем-то, мальчик с опытом, да, даже больше же, если Smash вспоминать можно, да. И не поседу. Там Это, да, огромное кстати, тоже количество. опыт. Вот, но, Мой вопрос заключался в другом. Прошу прощения, что перебиваю. В чем черпаете силы и энергии? Я понимаю, я был на одном концерте, когда вы вынуждены были отменить. Это было в прошлом году, в прошлом концертном туре в Зеленограде концерт, когда вы заболели, дежурила скорая, и вы не смогли обманывать зрителя и отменили этот концерт, перенесли его. Вы были на перенесенном или уже не Я попали? был на перенесенном. Я сидел в 4-м ряду с пригласительным и наслаждался этим праздником музыки. Как любой артист, вы, разумеется, бережете голос. Вот в чем черпается энергия, и при минутах отдыха как отдыхаете? Я могу вам сказать о том, что меня заряжает зритель. Это безусловно. Это то, ради чего я выхожу, ради зрителя. Потому что, да, все переезды, все поездки, все гастроли — это крайне сложная история с физической точки зрения. Это никому не объяснить со стороны. Очень многие думают, что профессия артиста, она очень легкая. Вышел на сцену, спел. Но то, что происходит за кулисами, то есть концерт идет 2,5 часа, остальные там 22 часа. Это никому неизвестная жизнь, которая наполнена определенными сложностями, там, моментами, которые даже не хочется показывать. Картинка, которая должна возникать перед зрителем, и она должна быть и радостной. Вот что касается сил, то силы, прежде всего, когда ты спишь, восстанавливаются. Поэтому я стараюсь так или иначе как можно больше поспать, но это не всегда удается. Голос у меня зависит от сна, честно могу сказать. Если я много отдыхаю, я имею в виду, высыпаюсь. Не то, что я много отдыхаю, несколько дней, там нет. Если у меня есть 6-7 часовой сон, это прекрасно, голос будет нормальный. Как только я не сплю, я начинаю хрипеть, сипеть, и это сложно. Хотелось бы пожелать, чтобы всегда была возможность поспать, но с другой стороны не хочется желать, чтобы всегда была возможность поспать. Хотелось бы, чтобы работа была, наверное, всегда. И да, это призвание артиста. Наше интервью подходит к концу. Есть возможность что-то сказать нашим зрителям, слушателям и читателям. Друзья, я хотел бы сказать огромное вам спасибо всем за поддержку, за тот поток положительных комментариев, который сыпется на меня и на песню. Огромное вам спасибо, что вы прежде всего слушаете музыку, видите артиста. И огромное вам спасибо за поддержку, за все те пожелания, которым вы меня одариваете. Спасибо вам. Спасибо. Я постараюсь и сделаю максимум возможного, чтобы достойным образом представить нашу страну. Спасибо. Спасибо большое.